Всем привет, с вами Артем. Сегодня сравним системы на базе Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 2700 исключительно в рамках спортивного интереса. Появилась возможность переехать на новую базу, процессор, плата и память, и вызвал интерес, что из этого получится. Видеокарта все та же, RX 5700 XT. Сразу оговорюсь, что контент будет с большей вероятностью около тестовый и не является истиной в последней инстанции. Воспринимайте его как развлекательный. Значит, мы катаем в играх и бенчмарках сборку с R7 2700, после меняем процессор, материнку и память и получаем сборку с R5 5600 и катаем уже ее. Все остальное остается без изменений, включая и операционную систему. Первая сборка Ryzen 2700 разогнан до 4 ГГц. Частота оперативной памяти при этом 3000 МГц. 4 планки общим объемом 32 ГБ. Материнская плата Asus Prime B350+. Вторая вариация сборки Ryzen 5 5600 4,5 ГГц. Частота ЗУ 3800 МГц. 2 планки общим объемом 32 ГБ. Материнская плата Asus Prime B550+. Частота АЦП была зафиксирована на отметке 4,5 ГГц, чтобы в играх и рабочих задачах не плясали частоты. Это очень щадящий режим разгона. Напомню, все манипуляции системами делал под себя для повседневной работы. Можно поддать жарку одной системе и другой, но такой задачи не стояло. Что касается памяти, то на сегодня она тут максимально дешевая и очень деревянная по таймингам. А в случае с R7 2700 еще и деревянная по частотам, но на момент покупки платы B350 даже память Team Vulkan прилично стоила, хотя и была практически на ценовом дне рынка. Что касается памяти на плате B550, то это уже Corsair Vengeance LPX с базовой частотой 3600 МГц, CL18 и ни грамма ниже. Разгон по памяти до 3900 и самое главное, поджатие тайминга TRFC дал возможность выпрыгнуть из 70-й задержки. И лично я прощаю абсолютно все данным планкам общей стоимостью в $47. Процессор на момент заказа обошелся в $86. Можно было снять еще 8, но пока сопли жевал, акционный лот больше равно дешевле закончился. Ознакомиться с ценами на данные комплектующие на сейчас можно в описании под видео. Результаты кэша и памяти этих Франкенштейнов вы можете видеть на своих экранах. Конечно, Франкенштейнов условно, нормальной системы грех жаловаться. Ну и как я говорил выше, игровым коммутатором систем выступает видеокарта RX 5700 XT. И напомню, более свежая на чипсете B550 будет работать уже с версией PCI Express 4.0. Игровых проектов будет немного, а именно те, которые были мне интересны в конкретном сравнении, где казалось, что вот-вот немного 2700 не хватает, и даже те, в которых вроде все было норм, тоже попадут. К сожалению, парочка интересных мне игрух не вошли в сравнение. Первый Киберпанк обновился не вовремя, а Дивишка 2 после обновления наотрез отказывается запускать бенчмарк. Как обычно, используется устройство видеозахвата на отдельном ПК. Результаты на диаграммах – это результат чистого прогона бенчмарка FPS без оверлея. Настройки максимально возможны, не превышающие 8 ГБ видеопамяти, разрешение Full HD. Не забудьте посмотреть в конце результаты бенчмарков, там есть интересные моменты, особенно тест WinRAR. Начинаем со Starfield. Настройки высокие, динамическое разрешение отключено, FSR включено, средняя частота кадров по представленному отрезку 52/46. Несмотря на то, что в обоих случаях карты грузятся под завязку, прирост имеет место быть. А в данном проекте это не так уж и мало. The Last of Us, настройки высокие, нативное разрешение. Тут было максимально интересно, но прироста по факту нет вообще. Средняя частота кадров 66/66. Не помогла ни память, ни процессор, ни PCI Express 4.0. Прям эталонная рубилова в карту. Заметил, что на данном отрезке при подъеме в гору любой процессор пробует свой максимум. 10-ядерный Xeon тут тоже щупает 80-100%, и это с упором в карту. Есть понятие утечка памяти, а в данном случае, походу, утечка производительности процессора.
Remnant 2 достаточно сложная игра для систем, настройки высокие, FSR качество. Средняя частота кадров по конкретному отрезку 80/76. Несмотря на то, что видеокарта в упоре, разница небольшая, но есть. Скорее всего, это связано с тем, что R7 2700 немножко не дожимал карту, и она изредка проседала до 96%. Можно заметить по загрузке процессора, что игре абсолютно по барабану на количество ядер. Ей нужна производительность этого самого ядра. Far Cry 6. Настройки максимальные, средняя частота кадров 109/84. Тут прирост получился серьезный. Это неудивительно, так как данная серия игр очень любит производительность на ядро. И то, что видеокарта в большинстве случаев не работает под завязку. Конечно, у R5 5600 получается грузить карту гораздо интересней. Valhalla, настройки максимальные, тут вообще не ожидал даже малейшего прироста, но по факту на тоненького он есть. Средняя частота по бенчмарку 89/85. Dead Island 2, настройки ультра, это уже проект, в котором я хотел увидеть прирост, но не срослось. Средняя частота кадров по представленному отрезку 96/96. Наша любимая Лара, как же без нее? Средняя частота по бенчмарку 121/119. Можно записать в погрешность. Кстати, обращайте внимание на минимальную частоту кадров, она на свежей системе по проектам подросла. Например, в конкретном случае по среднему прирост на уровне погрешности, а вот по минималке 94/68. Война миров Z, настройки ультра, средняя частота кадров по бенчмарку 181/153. Тут было изначально все более-менее понятно, так как R7 2700 не догружал карту в бенчмарке. Dota 2 максимальные настройки, средняя частота кадров 222/164. К сожалению, не доглядел, и в окне с R5 5600 попал оверлей процессора по ядрам. Вот такие получились результаты. Надеюсь, информация для вас была не скучной, возможно, даже в какой-то мере полезной. Выводы я, конечно, не смею делать, так как все это было в определенно моих рамках, и, возможно, для кого-то какие-то позиции в сборках неприемлемы. В предыдущем видео я обещал сделать связки процессоров Xeon E5 2620V3 и 2660V3 с RX 5700 XT, но, к сожалению, на стенде сдох блок питания, а резервный не вытянет данную видеокарту. В общем, пока работаю в этом направлении. Постараюсь в скором времени выпустить ролик сравнения производительности Ryzen 5 5600 без упора в видеокарту, и чтобы не было скучно, прицеплю с ними еще пару вышеперечисленных Xeon'ов. На этом у меня все. Большое спасибо, что были со мной. Увидимся уже в следующем году. С наступающим Новым годом. Мира и добра вашему дому.